Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. О, давно я не был в доме под землей. Ну, все, были на это причины определенные. Сначала долго болел с гайморитом, потом семейные обстоятельства мешались. Хотя я уже неделю назад пытался сюда выбраться и утопил мотособаку. Я думаю, внимательные зрители и подписчики видели этот шортс, ролик в ютубе. С мотособакой все в порядке, я ее достал, двигатель просушил, все масла слил, и в итоге все работает, все хорошо. Сложно сказать, что нас ждет. Практически 2 месяца я там отсутствовал. Я не удивлюсь, если от количества выпавшего снега, а его практически по бедра, по ягодице, да, как бы крыша вообще не сломалась. Желаю вам сесть поудобнее, нарезать себе бутерброды, налить чай, кофе. Погнали! Чья-то лёжка. Такая прям конкретная, большая. Ну а что, солнышко, да, там светит. И вот здесь такая небольшая полянка. Кто-то решил прилечь отдохнуть. И следов, смотрите, как много. И пошли туда, в сторону реки. Потом в сторону леса. Ну и, собственно говоря, вот еще и я по следам сейчас иду. Вон следы, вон следы. Туда пошли, туда пошли. Вон, везде. Да, это однозначно лоси. Их тут очень много. Интересно, они ходят, конечно, так пьяной походкой. То влево, то вправо петляют. Как будто пытаются запутать свой след. Ну, конечно же, это не так. Я так думаю, просто им нравится так шарахаться по лесам, как некоторым туристам, которые понастроят всяких землянок, домов в лесах и потом шарахаются целый год. Сложно понять, что лучше: идти по лесу безветренному, скрываться от ветра за деревьями, или идти по реке, на которой лед все-таки тает, и лыжи постоянно попадают в воду. Эта вода начинает намерзать на ветру, ну, лыжи поднимаешь, немножко обдувает их, и на лыжах образуется наледь. Но с другой стороны, здесь зато по реке прямая дорога, идешь и идешь по ней. А по лесу приходится еще вот так вот петлять. Не стал с собой целенаправленно брать чай, потому что он, ну, во-первых, как мне кажется, забирает тепло. То есть пьешь горячий чай, думаешь, что согреваешься, а на самом деле еще больше, как бы, организм потеет, и еще больше тепло отдаешь. Холодная водичка, прохладная. Для того, чтобы утолить жажду, мне кажется, это, ну, лучше будет, чем чай. Чай я попью и в домике. Да это ж косуля. Да? Ёшкин кот. А вон вообще тело. Видите, нет? Вечер перестает быть томным, да, по-моему? Чем ближе подходим к дому, тем становится интереснее. Осталось идти метров 300. Я надеюсь, там мы не обнаружим ничьи трупы. Ни людей, ни животных. Обалдеть, следов как много.
Ну что, милости прошу в дом, милый дом. Пойдемте проверим, как там дела. Здесь, конечно, просто кошмар. Снега на крыше лежит, ну, почти метр, наверное. Охренеть просто. Я не знаю, там крыша вообще... Ну, она не упала, это совершенно точно. Но насколько ее там придавило, надо посмотреть, конечно же. Пойдемте зайдем и посмотрим, как там все плохо или хорошо, как там мыши побесились. Наверняка там все в какашках, мышиных. Ну и зато в конце концов печку. Погнали. Здравствуй, дом. Милый дом. Все отлично, друзья. Все на месте, все в порядке. И даже вода внутри дома, внутри помещения не замерзла. Это говорит о том, что температура в помещении не опускалась ниже нуля. Несмотря на то, что сейчас изо рта идет пар, я так думаю, здесь +1, +2, ну около нуля. Это просто великолепно. Но больше всего меня радует состояние крыши. Я боялся, что от такого количества снега, который выпал у нас в области, ну и тем более 2 месяца я здесь вообще не был, я думал, что за 2 месяца здесь выпадет невероятное количество снега и крышу просто не выдержит. А она выдержала это испытание, чему я несказанно рад. Какие-то 2 гвоздя почему-то здесь лежат, не знаю зачем и что мы с ними делали во время корпоратива. Я, кстати, принял решение, пока здесь меня не было, пока я отсутствовал, вот этот трос все-таки убрать. То есть, по-хорошему, сегодня задача почистить снег на крыше, заготовить дровишек немного, убрать вот этот трос, сделать подставку под стол. Ну, просто этот трос действительно, вот смотрите, разрезает кадр, да? То есть, вот мое лицо, и я сейчас
Прям вот так вот сам себя разрезал. Ну и заодно вон та балка куда-нибудь пригодится. А слушайте, а может она и пригодилась бы даже сюда, на подпорке. Поначалу не понял, тяги не было. Думаю, что такое, что случилось? А сейчас полилась вода по трубе. Видимо, видимо, в трубе был снег где-то, да, там нападал сверху. Я что-то не додумался сразу почистить. Соответственно, снег нападал, я что-то сразу не проверил. Ну а сейчас вот все полилось, и все полилось сюда, внутрь дома. Благо у меня тут полотенчик какой-то я нашел, вытираю все эти сопли. Реки грязи.
Красиво. Я сегодня, наверное, не очень многословен. Но дело в том, что у меня вчера были похороны отца. Поэтому, наверное, особо мне сказать-то и нечего сегодня. Ну и находиться дома как бы тоже не хотелось. В лесу все-таки свежий воздух. Есть место, да, где можно подумать над чем-то, о смысле жизни, пофилософствовать и немного перезагрузиться. Спрашивали меня люди, в комментариях иногда, да, то, что не боишься ты животных. У нас медведей нет здесь, волки бывают, но волки тоже просто так особо не приходят к человеку. Лоси, кабаны, лисы. Наверное, их вот стоит опасаться. У меня не так давно, где-то месяц назад, наверное, появилось ружье. От отца досталось как раз. В принципе, я охотиться не собираюсь, но в дальнейшем, может быть, буду сюда приходить с ружьем на всякий случай. Потому что вы сами видели, да, там косулю кто-то загрыз. Я не знаю, кто. Может, волки, может она сама своей смертью умерла, и там лисы ее доели. Не знаю, там. Собачьих следов сегодня здесь не было. Кто-то же есть какой-то хищник, да? Я думаю, волки, наверное, и лисы. Рысь тоже еще обитает у нас в области, в Самарской. Может быть, она. Немножко решил дух перевести, что-то прям по сугробам, по снегу ходить-то не так уж и легко. Хорошо, что на лыжах. Без лыж я бы, наверное, умер. Просто вот я говорю, снега в некоторых местах по пояс реально. А что далеко ходить? На крыше вы сами видели, там, ужас, да, почти метр слой снега лежит. Я здесь площадку расчистил. Сейчас здесь напилю дрова, хочу костер развести и посидеть здесь, около входа, и побыть в тишине, да. Так вот, да, и еще помимо ружья уже я обзавелся травматическим пистолетом. Понятное дело, что там, от какого-нибудь лося он меня не спасет, не убережет, а там как минимум лису спугнуть там, да, или, тех же, если волки придут, то есть у меня есть как бы пистолет. Я так даже думаю, это по большей части от людей. Как тогда Илюха, помните, да, какой-то сбежавший из психбольницы. Я тогда подумал, что какой-то мужик сбежал из психбольницы и тут по лесам бегает, белку словил, а оказалось, что это Илья. Вот так вот, мало ли. Может, не дай бог, да, что-то подобное произойдет, но уже действительно будет такой немного сумасшедший человек. То есть лучше все-таки какое-то оружие при себе все-таки иметь. Это мое мнение теперь уж. Хотя я вообще против убийств. И, в принципе, наверное, даже муху мне жалко убить. Так вот, честно говоря. То есть, когда уж совсем муха достанет, то да. Все люди разные. Кто-то предназначен для этого, кто-то нет. То есть, кто-то любит охоту, кто-то не любит охоту. Я охоту не люблю. Но я не осуждаю людей, которые охотятся. То есть, это их право. Хотят охотиться, пусть охотятся. Мне они жить не мешают. И, собственно, я им, надеюсь, тоже.
Кстати, по столу, что я хочу? Сделать ему 2 ноги и убрать трос. Сейчас чай попьем. Поставлю посередине подпорку. Повыше, наверное, ну, чем нужно. Сниму вон то бревно, так как оно уже ошкуренное. Кора снята с него, да? Распилю пополам. И как раз получается, что вот это бревно, если распилить пополам, то будет ровно та высота, которая нужна для этого стола. Ровно 2 ножки, обработанные от коры, послужат подстолем неким для этого стола. И под углом, вот так вот там с 3-4 сторон эти подпорки прикручу. И в пол тоже нужно будет закрутиться. Мало ли, вот так вот ногой случайно бах, и подпорка выбьется. В помещении стало тепло, уютненько. Ну и прям милое дело здесь сидеть, попивать чаек. Я просто очень-очень рад, что добрался сегодня сюда. Косуля меня вот это, да, конечно, немножко, ну, не беспокоит, а интересно, да, то есть, кто ее съел, там, убил. Ну, убить, допустим, могли, может быть, даже охотники, да? В принципе, да, это может быть. Но тогда, наверное, они бы как-то разделали, что ли, ее там, ну, я не знаю. Что, просто ради прикола, что ли, убивать? Вообще, какой смысл тогда? То есть, ну, там либо мех обычно, да, добывается, либо пушнины, либо там, ну, мясо. Там я следов разделки ничего не увидел. Освежевывание, по-моему, так это называется, освежевать. Я такого ничего не увидел. Мне кажется, либо вообще косуля своей смертью умерла, либо кто-то ее сожрал. Интересно, кто бы это мог быть.
Ходит только кто-то рядом. Мне кажется, лось, потому что ветки трещат. Хрум, хрум, хрум. Ну, метров 200. А на улице-то минус 20. А я чувствую, что-то это. У меня куртка до конца не высохла. Вышел на улицу уже прям сразу. Вот, все. В льдышку превратилась. Сначала думал, что лоси бродит. Не. Это деревья хрустят. Ветки от мороза. Ну, у меня такое уже было. В каком-то лесу, я не помню, уже ночевал. И вот наподобие также трещали ветки ночью. Я считаю, тоже думаю, блин, что такое? Кто-то ходит, наверное. Но лось тоже близко же не будет подходить. Он же не дурак. Тем более сейчас огонь здесь я развел. Ну, а леса ветками хрустеть никак не сможет, при всем желании. У друга была лодка одноместная, резиновая. И она была дырявая. И что-то он как-то предложил мне летом. Говорит, давай Волгу переплывем. А у нас вот где я живу, Волга шириной, ну, 1,5 километра, наверное. Я говорю, ну давай. Только, ну, о том, что лодка дырявая, мы узнали, отплыв от берега, там метров, наверное, 200-300. В итоге отплыли от берега вдвоем на одноместной лодке. Там и так места мало. Так еще она и спускает. Один сел подкачивать, то есть, ну, один гребет, а второй подкачивает. И нет бы развернуться назад, а мы так все-таки и поплыли к своей цели. Волгу мы переплыли. Там отдохнули прекрасно, устроили себе пляж. Я ж не помню, что там, лимонад, что ли, или минералка у нас была. Прям буквально вот воды литров, наверное, 2. И там по шоколадке, может быть. То есть вот так вот полдня или день мы провели на том берегу и поплыли обратно. Но самое-то интересное, когда мы туда подплывали, да, на тот берег еще, метрах в 300-400, наверное, идет баржа. И она идет, то есть вот мы плывем к берегу, а она идет ближе к берегу. И как бы у нас дилемма. Ну, еще плюс непонятно, как бы, ну вот, проплывет она между нами и берегом, либо, может быть, вообще она на нас идет. То есть так, ну, там непонятно, да, как она идет, у нее уже свой курс какой-то. И идет на нас эта баржа, грубо говоря. Даже если не на нас, один хрен там волны, представляете, от нее какие. И мы вдвоем на одноместной лодке. 200 килограмм там, ну не 200, 170 веса. Еще и спускает. Да, вот тогда, конечно, было весело. Мы в итоге приняли решение грести на всю катушку, включили прям активность такую, начали наяривать на веслах. Быстро менялись, то есть один выдыхается, второй. Ну и метров 200 вот эти вот до берега, 300 остававшихся мы проплыли и уже практически подплыли к берегу, и баржа уже сзади нас проплыла. Ну а там уже до берега оставалось там 30-50 метров. Уже не так страшно было, и как бы даже если бы волна была большая, уже до берега близко. Что-то мне эта история вспомнилась. Наверное, из-за того, что сюда мы постоянно летом и весной, и осенью приплывали на байдарке.
Отлично. Просто отлично. Я целенаправленно не использую никакие специи, даже соль. Иногда, ну, по крайней мере у меня, бывает такое желание поесть мясо просто в голом виде. То есть вот, чтобы именно вкус мяса полностью был. И даже без подсолнечного масла. То есть вы сами видели, я просто на углях обжарил свиные стейки без использования чего-либо. Мясо, помидоры черри и лаваш. У меня такое не часто бывает, но иногда хочется. Я иной раз так и на даче делаю. И мне нравится. Никаких добавок. Идеально. Спал отлично, тепло. Я думаю, где-то в доме, наверное, до 15 температура опускалась, потому что печка не постоянно топилась. Я то подкидывал дрова, то там раз уснул, часа 4 поспал, потом раз смотрю, что-то уже все не горит. Не поленился, встал, еще накидал. Все инеем покрылось за ночь. Я специально оставлял приоткрытой одну дверь, потому что, как вы видели, все воздуховоды закидало снегом. Доступ к ним раскапывать я не стал. Просто приоткрыл эту дверь, чтобы немного кислород все-таки туда поступал в помещение. И посмотрите, да, какой здесь иней. Как какая-то собачья шерсть. Прикольно. По ходу дела на улице очень холодно. Ого! Ничего себе! Минус 26 градусов. Обалдеть! Вот это дали жару. Погодные условия. Представляете? Минус 26. Я когда шел, было минус 11. А в ночь шарахнул, вон, наверное, даже под 30 было. Это сейчас уже 9 утра уже.
солнце стало. Потеплело однозначно. То есть ночью, наверное, вообще 30-ка была. Охренеть. Не знаю, почему-то некоторые в подпрошлом видео, помню, в том году, когда в минус 32 я ночевал, в землянке врача писали, а чё пары нет? Да я почем знаю, но нету пара. Он есть, но он такой невидимый. Я что сделаю, если нету пары? Я что, градусник, что ли, в морозилку засунул? Где у меня здесь морозильник, правильно? Если бы плюсовая температура, ее можно нарисовать, там, натереть. А как можно градусник, термометр, да, там, до минус 30, до минус 26 охладить? Я просто не представляю. Наверное, если об хейтера натереть его как-то, может быть, об холодного. Здесь, кстати говоря, еще что вспомнил. Просили меня, не то что просили, а предлагали стрим как-нибудь провести. Здесь связи вообще нет. То есть у меня сотовая связь здесь показывает 0 палок. То есть ее просто нет вообще. Причем это касается и, короче, не буду называть операторов, всех операторов связи. Только один оператор связи. Бывает, пробивается одна палка, но где-то там в районе реки за километр отсюда, короче говоря. А здесь я со спутникового телефона, вот сейчас жене звонил. Только такая связь, больше никакой. Что, вот и подошло наше с вами время общения к концу. Меня зовут Алексей, это был канал Лесной Строитель. Цените своих близких, почаще выбирайтесь на природу и берегите себя. Всем пока! Что здесь происходит вообще? Смотрите, лось мертвый. Видите? Твою мать. Голова, туловище все выедено изнутри. Что происходит? Я понять не могу. Кто здесь их убивает-то? Следов нету людских. Вот это да. Да? И думай теперь.